Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы с вами рассмотрим один из очень важных вопросов. Да, когда человек идет по пути личностного роста, какие основные сложности, как правило, в данном случае сложности психоэмоциональные у него возникают. Рассмотрим, как это происходит, каковы основные механизмы этого, каковы цели должны быть правильно поставлены и, собственно, рекомендации, что нужно делать. Данный ролик, те, кто обучается по нашим программам, обязательный к просмотру, и по его окончанию вы, пожалуйста, принимаете решение, что вы согласны, понимаете, принимаете правила игры. Собственно, о чем у нас идет речь. Я надеюсь, всем знакомы ситуации, когда лично по вам или по кому-либо другому, да, вы задеваете какую-либо проблему, и она по той или иной причине болевая. Там разочарование, обиды прошли, трагедия какая-либо произошла, и человеку реально ему больно, поднимаются эмоции. Они могут подниматься по разным причинам, да, по-разному проявляться. Там обидно, хлопнул дверью, убежал, накричал, закрылся, не имеет значения. Да? То есть суть в чем? На наших занятиях мы затрагиваем очень такие важные вопросы, в ряде случаев они будут болезненными. Почему? Они касаются убеждения человека, они касаются его ценностей, они могут касаться его чувств или любых других болевых точек. Да, то есть, когда человеку безразлично, никаких эмоций, никаких реакций не возникает. Когда в силу тех или иных причин, да, наша тема, это личностный рост, то он именно посвящен убеждениям, ценностям, качествам, событиям, как их оценивать, как на них реагировать. Да? То есть, что происходит? Вы слушаете информацию, и если эта информация, не всегда, у каждого по-своему, но если эта информация затрагивает те или иные болезненные части вашего сознания, то возникает реакция. Или там возмущение, вы там не согласны, или обидно, или еще что-либо другое. Вот возникает такая психоэмоциональная реакция. Значит, что нам нужно? Нам нужно сформировать картинку, да, каковы механизмы этого, ну и дальше цели и рекомендации по действию. Значит, по механизму. Как лучше всего себе представить, что происходит? Конечно, лучше, если вы представляете, что любая проблема, которая живет внутри вас, она вам не нужна. Да, если она вам нужна, ну, пожалуйста, ходите с ней, нельзя сказать, на здоровье, во вред здоровью. Да, почему? Потому что проблема, никакая проблема, вам обидно, больно, никакая проблема пользы не приносит. Она только приносит боль, разрушение и блокировку возможностей тех или иных. Скажем, вы хотели бы получать наслаждение от общения, но не можете. Почему? Вам обидно. Или другая эмоциональная реакция. Вы не можете получать наслаждение. Эта возможность заблокирована. Да, поэтому никакая проблема, она не приносит пользы. Да, поэтому лучше, если вы отнесетесь, что такое боль. Да, вот, болезненная внутренняя реакция. Это как что-то инородное живет внутри вас. И с этим нужно попрощаться, нужно сделать, чтобы это инородное вас покинуло. Да? То есть каковы механизмы вот этой боли? Ну, они могут быть разные, скажем, проблемы, но суть одна и та же. Да, в основе лежат программы. Еще раз, что важно понять. Что бы ни происходило, в одной и той же ситуации каждый человек будет поступать по-разному. Скажем, угроза. Бесстрашный поступит одним образом, трус поступит другим образом. Трус умирает 1000 раз в день, бесстрашие 1 раз в жизни. Да? Поэтому на любую ситуацию, в зависимости от того, какие программы вписаны в ваше сознание, будет различная реакция. Да? Лучше, если вы для себя примете решение, что любая проблема, которая живет, вам больно, обидно, досадно, лучше, чтобы ее не было. Да, это что-то инородное. Но в основе в любом случае что? Лежат программы вашего сознания. То есть там записано, что лично вы должны страдать, должны обижаться, переживать. Еще раз, это как бы очень важно. Не потому, что это на самом деле. На самом деле, правильно, если вы скажете, да, целевые установки. Моя цель, чтобы у меня не было боли, обид, переживаний и страданий. Что я был сильным человеком, сильным значит неуязвимым, да, который защищен от боли, мудрый,
Человек, который понимает, почему не нужно страдать, он понимает, как избавляться от страданий, как в любой ситуации сохранять самообладание, спокойствие и находить ответы, которые дают вам покой, мир, силу и все хорошее. Да, поэтому в основе вашей любой проблемы лежат программы. В зависимости от проблемы, программы разные, но суть все равно программы, которые говорят, вам нужно в этой ситуации не получится по-другому, как переживать, страдать, обижаться и все остальное. Лежат программы. Эти программы сформировали определенную сознание, определенную конструкцию, которая дальше она начинает жить, да, эта конструкция, и начинает работать. Да. Как она живет и работает? Ну, по крайней мере, любая проблема себя защищает. Да, ее нельзя вот так просто «хочу», и она рассыпалась. В большинстве случаев, если вы хотите с какой-то проблемой попрощаться, она себя будет защищать. Да, защищать через мысли, защищать через эмоциональные реакции, когда сознание отказывается думать. Можно только переживать, нервничать, сбегать. Это тоже защитные реакции для этой проблемы, да, ее сохранения. Поэтому в основе программы, да, поведение любой проблемы. Первое, она себя защищает через различные эмоциональные реакции и убеждения. Второе, кроме того, что она себя защищает, ей нужно жить, ей нужно кушать. Каким образом проблема, грубо говоря, кушает вас? Да, уводит в эмоциональное состояние, которое генерирует много вот этих эмоций, вот этих энергий, да, там, то ли обид, то ли еще что-либо. Грубо говоря, она, если она получает подпитку, она становится сильнее. Да, если она не получает подпитку, то есть, скажем, вот проблема, ей нужно увеличить объем своей энергии, своей там силы, да, жизненной. Да, она вбрасывает свою порцию ресурса. Давай-ка, друг, пообижайся. Если вы обижаетесь, вы ее подзаряжаете. Если вы не обижаетесь, да, вот она говорит, давай пообижаемся, а говорит, подожди, потом, давай пообижаемся, подожди, потом. Если вы не реагируете, то ее заряд исчерпывается, и на эту проблему можно в конечном итоге смотреть спокойно. Давайте еще раз. В основе лежат программы. Каждая проблема себя защищает. Один из механизмов, как она усиливает себя, ну и в том числе защищает себя, это вот человека в эмоциональное состояние, когда он не может думать головой, не может думать рационально, его подсознание бьет голову и говорит, давай обижайся, сбегай и все остальное прочее. Да, если человек вошел в это состояние, он уже не может работать над собой, не может принимать рациональные решения, он только генерирует негативные эмоции, которые питают его проблемы. Итак, механизм программы, они сформировали некоторый комплекс энергии там, со своей программой поведения, он себя защищает, в том числе вводит в состояние, которое лишает возможности думать, да и человека куда-либо толкает. Исходя из этого, какие должны быть поставлены целевые установки? В двух словах мы сказали. Вот со всем этим нужно попрощаться. Вот вообще, чтобы ничего в душе не болело, да, чтобы можно было на мир смотреть спокойно. Для того, чтобы можно было попрощаться, что нужно сделать? Нам нужно решить, по крайней мере, несколько задач. Первое. Знакомимся с информацией, поднимаются эмоции. Что нужно? Первая задача – вот силу у этой проблемы, ее нужно забрать. Да? То есть вот этот заряд нужно, чтобы он себя исчерпал. Да? Проблему нужно обесточить. Да, поэтому, если вы чувствуете, поднимается там, неважно, негодование, обида, там, губки дрожат, ну, неважно что, да, вот поднимается эмоция. Каким образом можно и нужно обестачивать проблему? Ну, первое, нажать на клавишу «Стоп». Стоп. Да? Остановили на время занятия. Почему? Потому что если продолжает идти информация, то проблема заводится дальше. Да? То есть, ну, это как дразнить собаку. Да? Раз, два, три, у нее агрессия нарастает. Да? Остановили кнопочку занятия, и вы дальше не кормите проблему, не заводите ее дальше. Раз. То есть, но уже заряд поднялся, эмоции поднялись, что с этим зарядом нужно сделать? Ну, по крайней мере, несколько вариантов, как этот заряд можно опустошить. Ну, первое, любая физическая нагрузка, ну, неважно, поприседали, отжались,
побили боксерскую грушу, побегали, приняли там контрастный душ, неважно, да. Проблема поднялась, она говорит: "Давай я тебя введу в жуткое эмоциональное состояние". Говорит: "А вы говорите: "Да нет, я тебя выпущу наружу". И вы ее выплескиваете через физические нагрузки. Внимание сознания переключается на тело, на действия, и через эти действия вот все эмоции, которые поднялись, вы их опустошаете. Все, вы успокоились, а у проблемы уже керосин закончился. Ну, будем надеяться, что закончился с первого раза. Продолжаете смотреть занятия. Если еще раз поднимаются, ну, еще раз отжались, потянулись или что-либо сделали. Первая возможность через да, физическую активность выплеснуть эту энергию. Вторая возможность успокоиться. Да, то есть проблема говорит: "Давайте, я тебя введу в эмоциональное состояние". А говорите: "А я спокоен, я расслаблен". Пожалуйста, проблема растворись, да, во мне, да, в моем спокойствии. Каким образом вы поддерживаете спокойствие, не имеет значения. Да, вы можете послушать музыку, выйти на балкон, попить кофе, да, что угодно. То, что дает приятные ощущения. Глубоко вздохнуть, выдохнуть, неважно. Вы успокаиваетесь. Ну, третий вариант. Ну, кому хочется поплакать, поплачьте, да. Эмоции не нужно держать в себе, да, чтобы они вас разрывали, да, но не менее важно, их не нужно выплескивать на других людей, разрушать человека и взаимоотношения. Да. Их нужно просто выплеснуть вовне, перевести в какую-либо деятельность. Да, таким образом, через активность, через успокоение или через, ну, кому там хочется поплакать, поплакать, вы опустошаете вот свой внутренний заряд. Все, дальше можно переходить к задаче номер 2 и работать со своей проблемой. Да? Если вам не удалось успокоиться, ну тогда нужно, ну, бывает и такое, не всегда можно успокоиться, вы всегда можете в таком случае обратиться за помощью или к нашим консультантам, или к друзьям, там, коллегам, у которых больше опыта, и они знают, как с помощью каких слов гасить те или иные проблемы. Но, по крайней мере, задача номер 2, тот заряд, который поднимается и хочет дальше вас, ну, увести, да, вот с этой дорожки, двигаясь по которой вы проблему ликвидируете, замените недостаток на достоинство. Да. Заряд исчерпался, можно переходить к задаче номер 2. Что такое задача номер 2? Чтобы мы могли попрощаться с любой проблемой, что нам нужно на нее посмотреть. Нам нужно увидеть, какие программы лежат в ее основе. Да, кто является заказчиком преступления, кто является заказчиком вот ваших негативных эмоций. Да? Вы смотрите на эти программы, понимаете, что это за программы, то есть ваш разум, интеллект подключается к вашему подсознанию, к этим программам. Дальше остается что? Вместо негативной программы принять правильное решение, сформировать позитивную программу. Да, и, собственно, проблема заканчивается когда? Когда вы проходите по каждой программе и заменяете негатив на позитив. Скажем, страх. Вы принимаете решение, там не нужен мне страх, потому что? Потому что неприятно, потому что лишает возможностей, потому что не хочется позориться в глазах друзей, детей и так далее. Ну, как бы не суть важно, какая программа и с какой мотивацией, важно, чтобы это была позитивная программа и чтобы она для вас была обоснована. Да? Тогда старую программу негативную с ее старым негативным обоснованием легко можно убрать. Да? Собственно, таким образом и человек прощается с проблемой. Он видит свою проблему, понимает, какие причины, и принимает позитивные решения. Когда вместо негативных решений, да, негативных программ, вследствие негативных решений, формируются позитивные программы, вследствие позитивных решений, то шаг за шагом проблема исчерпывается. Может быть, будут подниматься какие-то осколки этой проблемы, частные случаи, должны быть частные решения, дополнительные решения. Все, проблема на этом заканчивается. Стоит ли этим заниматься? Желательно для мотивации нарисовать такую картинку. В чем, собственно, прелесть жизни обычного человека, да, у которого много внутренних слабостей и проблем. Да, предположим, он слабый, у него не хватает энергии, он все делает медленно, ему все тяжело. Он трусливый, он боится браться за новое, он ходит только в колее, шаг вправо, шаг влево, расстрел на месте.
Он эмоциональный, он заводится в каждом случае, когда что-то не так, как ему хотелось бы. Ни один вопрос с ним нельзя решить. Да, если проанализировать, ну, представить другие проблемы, жизнь такого человека, вот закончил он вуз, предположим, пошел на работу. За 30 лет его жизни впечатлений максимум дней на 20 он насобирает. Пошел на работу, встретился, женился, дети появились, дачу купил, машину купил. Ну, если она собирала, да, с такими проблемами тяжело решить эти задачи. Ну, Новый год, ну, дальше как бы Новые годики повторяются. Ну, съездил куда-то, в Египет, предположим. Ну, собственно, впечатления на этом заканчиваются. Да, если суммировать новизну впечатлений, да, вот человек живет, а новенько, классненько, интересно, воодушевление, ну, пару десятков дней – это итог всей жизни человека, у которого много психоэмоциональных проблем. Да, это как там, бешеные псы стоят и охраняют его от других возможностей, других впечатлений. Да, если вы прощаетесь с этими проблемами, вам вместо страха интересно познавать новое, интересно общаться с новыми людьми, интересно раскрывать в себе новые качества, использовать, да, находить, искать, использовать новые возможности, до впечатления, да, насыщенность жизни, яркость жизни, наслаждение от жизни возрастает в сотни раз, в тысячи раз. Да, там предприниматель, предположим, да, он решает каждый день, ну, если все хорошо, да, новые задачи. Если все плохо, то рутина, да, тоже вошел в колею. Да, поэтому, конечно, да, кроме этого проблемы, это боль. Да, это боль. Конечно, есть 100% оснований, по идее, да, должно быть стопроцентного основания, чтобы со всеми проблемами попрощаться и поставить нормальную цель, да, которой стоит идти. К сожалению, большинство людей такой цели не ставят. Да, почему? Ну, там, одно из высказываний. Каждая пчела думает, что она живет своей жизнью. Да, и только пасечник понимает, зачем они живут именно здесь, в этом улье. Да, и кто, собственно, всем управляет. Да. Поэтому, когда у человека нет даже понимания, как может быть по-другому, он и цель поставить не может. А ее нужно представить в будущее. Что такое состояние, когда нет проблем, когда есть вера, когда есть воодушевление, крылья за спиной, жизнь удивительно прекрасна, люди вокруг достойны уважения, интересные, яркие. Вот к этой цели нужно идти. Да, поэтому должна быть стопроцентная мотивация со всеми проблемами прощаться. Поэтому еще раз в двух словах. Одно из самых сложных, да, это когда человек знакомится с информацией, она же направлена не просто, ну, слух побаловать, да, перестроить сознание. Информация направлена на перестройку сознания, на то, чтобы, что делаем мы на наших занятиях, проходим шаг за шагом по всем составляющим нашего внутреннего мира и нашей судьбы. Убеждения, качества, там, ценности, самооценка, цели, ситуации, да, по всему, что есть, мы проходим. Мы говорим, что неправильное, почему, да, и заменяем на противоположное. Тогда периодически там, где у человека есть проблема, эта проблема поднимается. Ее нужно преодолеть. Да, каким образом мы рассмотрели? Первое – обесточить. Второе – перепрограммировать. Шаг за шагом, да, человек этому обучается. Прощаться с проблемами, превращать их в достоинство. Как это происходило раньше на наших занятиях, ну, скажем, курс, да, по которому мы двигаемся, когда мы записывали, как правило, первые курсы, да, там, постоянно по несколько человек выходит, да, за дверь, чтобы успокоиться. И консультанты им помогают находить правильные ответы. Вот данный курс, да, базовый теоретический курс, он в том числе предназначен для того, чтобы эту ситуацию, да, сделать мягче, да, для того, чтобы подготовить человека к данной работе, но тем не менее освобождение от проблем – это всегда должна включаться воля и преодоление. Да. Если человек заряжен, он понимает это, да, он понимает, что внутренний там страх, обида, агрессия – все это лишнее, да, должен быть покой, разум, и это ведет меня к цели, желаемой или удаляет. Если человек понимает механизм, как эти проблемы работают, у него есть правильные позитивные цели, то дальше как бы мы с вами рассмотрели рекомендации, что нужно делать. Первое – проблему обесточить одним из обозначенных способов, а вторую, насколько возможно, ее
уже перепрограммировать. Все причины, которые говорят, давай у тебя проблема будет жить вечно, потому что мы заменяем, что не нужна мне проблема, вместо нее должно быть достоинство, потому что. Не сразу, да, человек получает желаемый результат, но дорогу осилит идущий, как и всегда. Поэтому что нам нужно в завершение? Ваше решение. Первое. Принять стопроцентную ответственность за то состояние, в котором вы работаете с нашими занятиями. То есть, чтобы отдача от занятия была адекватной, состояние должно быть спокойным. Спокойным, да, вы понимаете, что вы делаете, вы контролируете свои эмоции. Если не поднимаются, их нужно убирать. Поэтому ответственность сразу не будет получаться, но это цель, которую нужно найти. Ответственность за свое состояние, за управление собой, своим внутренним миром. Основной метод управления – вы формулируете для себя, что вы хотите, спокойствие, и отдаете команды. Я спокоен, да, включаете усилия воли. Это основной механизм. Я спокоен, я спокоен. Если эмоции поднимаются, опять же, кнопочку нажали и дали время себе передохнуть. Ну и второе, что мы делаем, да, это следовать обозначенным рекомендациям. Если вы эту задачу решите, вы понимаете, с чем вы имеете дело, то в конечном итоге это превращается в классную игру. Да, и по большому счету это одна из основных ценностей наших занятий. Как боль убрать, превратить в мудрость, да, в глубокое понимание и в достоинство. Да. Спокойно преодолевать различные ситуации там, где другие нервничают и не могут, в принципе, решить ту или иную задачу. Надеюсь, что все, кто, да, знакомятся с данной информацией, принимают правильные решения. Ответственность обязательно, потому что без ответственности человек ничего достичь не сможет. И следовать, да, приведенным рекомендациям. Всем спасибо, успехов на этом пути.